Привет! Это беспроводные наушники QCY T13 ANC, обновленная версия нашумевшего народного хита 2021 года. И перед нами не просто минорная обнова, а действительно переработанная модель как по внешнему виду и функциональности, так и непосредственно по звучанию. Но прежде чем начать, хотел сразу объяснить цифру в заголовке. Буквально на прошедшей распродаже Алиэкспресса эти наушники реально было купить дешевле $20. И вот если честно, я как-то не припомню, чтобы за такую цену можно было купить наушники с реально работающим шумоподавлением и прозрачностью. Да, эти опции здесь не топовые, но они рабочие. Таким образом, QCY в очередной раз нам показали, что бюджетному сегменту есть к чему стремиться. Ну а теперь, после такого небольшого отступления, давайте более подробно рассмотрим T13 ANC. Упаковка устройства стандартная, и заострять на ней внимание особо смысла я не вижу. Кейс, наушники, провод для зарядки и комплект насадок — это все, что есть в коробке. Как я и сказал в самом начале, по внешнему виду в данной модели поменяли все, от формы до материалов исполнения. Глянцевый скользкий пластик сменили на приятный матовый, в моем случае белого цвета, а из старого оставили только формат футляра. Он открывается по типу пудреницы, как это было в обычной 13 модели. Подключение к смартфону также осталось без изменений. Для сопряжения и дальнейшего использования наушники необходимо доставать из кейса. К слову, делать это стало гораздо удобнее, опять-таки из-за матового покрытия. За связь здесь отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.3, а кнопка, расположенная внутри между посадочными местами наушников, необходима только для сброса гарнитуры к заводским настройкам и никакой дополнительной функциональности не несет. На передней стороне футляра находится одиночный индикатор состояния, а в правую грань поместили разъем для зарядки. Беспроводной за эти деньги, как вы понимаете, здесь нет. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 380 мАч, чего по заявлению производителя должно хватить на 3 полноценных перезарядки наушников с 0 до 100%. Сами же наушники теперь имеют более классический формат внутриканалок с ножкой. Звуководы овальные и прикрыты тканевой сеткой. Благодаря форме основного корпуса, а также матовому покрытию, наушники прочно сидят в ушах и не вываливаются ни во время ходьбы, ни в процессе приема пищи. Заниматься активными видами спорта в данной гарнитуре также возможно, ведь помимо хорошей посадки модель имеет официальную защиту от влаги по стандарту IPX5. Управление функциями мультимедиа реализовано посредством касаний. Для настройки и активации дополнительных опций в магазине приложений имеется фирменная программа QCY. На главной ее странице можно узнать примерный остаток заряда в наушниках, а вот емкость аккумулятора кейса, увы, здесь не отображается. Вторая страница погружает нас в звуковые настройки. Здесь имеется несколько готовых пресетов, а также встроенный 10-полосный эквалайзер. Лично мне ни один из предложенных вариантов не понравился. Меня порадовало стоковое звучание. Разумеется, найдутся и те, кто захочет подстроить звучание под себя, но я оставил как есть. Скажу сразу, что звук в QCY T13 ANC отличается от обычных 13-х, и возможно владельцам предыдущей модели эти изменения понравятся не очень. Дело все в том, что из-за конструкции и некоторых особенностей посадки обычные T13 имеют более басовитый характер звучания и в какой-то степени, я бы даже сказал, басхедный, за что в свое время их многие очень полюбили. В обновленной версии частотная картина изменилась, но при этом звук хуже не стал. Теперь в конструкции используются 10-мм динамические драйверы, что в свою очередь во многом повлияли на общее восприятие звука. Наушники играют объемно и широко. Низкие частоты здесь есть, но они не так ярко выражены, как в обычных T13, зато с деталями и среднечастотным регистром теперь полный порядок. В композициях лучше прослеживается вокально-инструментальная атмосфера, а также весьма глубоко отображается виртуальная сцена. Общее звучание стало менее агрессивным и при этом более теплым и приятным. Ну и разумеется, QCY и на этот раз не обделили свою модель громкостью. Наушники не тихие, запас в них имеется. Как это обычно всегда бывает, свой тест автономности я проводил на 100% уровне громкости при стандартных настройках, без ANC и прозрачности на аудиокодеке AAC. Мой результат при таких раскладах составил 5 часов и 18 минут, что в целом, учитывая условия, очень даже хорошо. Если же говорить про активный шумодав и прозрачность, то данные опции, как я и сказал, здесь рабочие. Шумоподавление доступно на уровне 28 дБ, что не является топовым, однако в некоторых ситуациях вполне имеет место быть. К примеру, во время моих поездок на электричке этого уровня вполне хватало, даже если слушать музыку на 50% громкости. Плюсом ко всему, в приложении можно самостоятельно регулировать эту настройку посредством специальной шкалы от 0 до 100%.
Это можно сравнить с регулировкой громкости. Просто двигая пальцем по полоске, можно плавно менять это значение. Ровно все то же самое применимо и в отношении прозрачного режима, эдакой обратной стороне шумоподавления. Для различных локаций можно по-разному настраивать данный параметр. Как и в случае с ANC, данная опция здесь рабочая. Вынимать наушники из ушей для общения с собеседником не требуется. Единственное условие — музыку при этом лучше поставить на паузу. Переключение между данными режимами можно осуществлять как из самого приложения, так и посредством удержания пальца на сенсоре правого наушника в течение пары секунд. Озвучка происходит женским голосом на английском языке. Для управления функциями в модели доступны 4 жеста, 3 из которых можно переназначить в фирменной программе, но 4-й работает по умолчанию. На 3-й странице приложения для настройки доступны действия на одинарное, двойное и тройное касание. И вот на них уже можно назначить все что угодно и в любом порядке. Тут уже, как говорится, полный полет фантазии, ограниченный лишь этими действиями. Плей-пауза, управление громкостью в плюс или минус, переключение трека вперед и назад или вызов голосового ассистента. Игровой режим зашит на удержание сенсора левого наушника, но его активацию можно также произвести и непосредственно из настроек. В своем тесте на популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил результат в интервале от 120 до 200 миллисекунд. Это, конечно, больше заявленных производителем 68, но в целом на слух играть довольно приятно. Ровно как и смотреть ролики в онлайне. Отставание звука от видео на слух не ощущается. К сожалению, так желанного и востребованного многими мультиподключения в данной модели нет, как нет здесь и датчиков автопаузы. Однако есть одна весьма занимательная опция под названием режим сна. При ее активации специальным рычагом в приложении сенсоры управления перестают работать. В наушниках можно спокойно уснуть, не опасаясь мискликов. Сброс данной опции можно сделать принудительно из приложения, либо поместив наушники обратно в кейс. При следующем подключении гарнитура будет работать как обычно. Ну что же, вроде бы все, что хотел про эти наушники, я рассказал. Осталось послушать, как отрабатывают здесь встроенные микрофоны. Ну что ж, друзья, пришла пора протестировать микрофоны в наушниках QCY T13 ANC, новиночка и обновленная версия QCY T13. Решил я сегодня начать именно с классического теста в автомобиле. Вот таким вот образом звучат микрофоны в этих наушниках в закрытой машине, С закрытыми окнами. Ну и по традиции на полном ходу, а скорость у меня сейчас 80 км в час. Я открываю окна с двух сторон, создаю тем самым небольшую такую нагрузку, сквозняк, все происходит, собственно, на ваших глазах. Сегодня еще идет такой среднего уровня дождик, есть шум дороги от проезжающих мимо машин, задувает в уши ветер порывами. Ну и примерно можно прикинуть, как отрабатывают здесь микрофоны и как они справляются с такой нагрузкой. Друзья, ну а вот еще один небольшой тест работы микрофонов в наушниках QCY T13 ANC уже в помещении. Здесь помещение неподготовленное, реверберация от стен есть, это кухня. И, собственно, вот можно прикинуть в таком сценарии использования, как вас будет слышать собеседник, если использовать данные наушники в качестве гарнитуры для телефонных разговоров, находясь вот у себя в квартире или где-то в доме. Ну а вот еще один небольшой тест работы микрофонов в наушниках QCY T13. Я сейчас нахожусь на ЖД-станции. Мимо меня вот сейчас будет вот такой вот поездочек проезжать. Плюс мне в лицо задувает и ветер. Ну и примерно можно прикинуть, как тебя будет слушать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по данной гарнитуре, находясь в каких-то вот таких вот уличных условиях. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать, что QCY T13 ANC получились весьма интересными наушниками, особенно учитывая их стоимость. Как я и сказал в самом начале, на данный момент это одна из самых дешевых гарнитур с опцией активного шумоподавления и прозрачности. Да, здесь отнюдь не флагманский уровень, но тем не менее вполне стандартный набор функций для людей, которым не нужны новомодные навороты и которые хотят немного больше от обычных беспроводных наушников. Звучат они бодро, громко и весьма достойно. Они удобные для каждодневного использования и при этом имеют хорошую автономность. Единственным их недостатком могу назвать работу встроенных микрофонов. Как мне показалось, в обычных T13 по этой части было явно лучше. Но в любом случае с помещением или не очень шумной локации микрофоны в наушниках справляются. Так что при цене плюс-минус 18-20 баксов такой вариант с активным шумодавом очень даже неплохой. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию и до новых встреч. Пока-пока.